Привет, дорогие мои дизайнеры! Меня зовут Вадим, и я занимаюсь дизайном уже более 10 лет. В этом видео я хочу поделиться тем, как веб-дизайнер может зарабатывать на своих навыках. Раньше мы уже обсуждали отличия веб-дизайнера, UI/UX дизайнера и продуктового дизайнера. Это разные направления дизайна, но отличия у них совсем небольшие. Здесь под веб-дизайнерами я понимаю широкий круг специалистов, которые делают макеты сайтов, приложений и сервисов. Всех этих специалистов объединяет то, что они умеют работать со шрифтами, строить сетки, иногда рисуют небольшие иллюстрации, иконки и разбираются в поведении пользователей. Вот это разбираются в поведении пользователей и есть UX, главный тренд последних лет. Сайт не просто должен быстро грузиться, адекватно показываться на мобильных устройствах и визуально нравиться клиенту. Ну и самое главное, он должен быть удобным и вести пользователей к конечной цели. Обычно это покупка. И сегодня мы как раз поговорим про то, как и сколько зарабатывают веб-дизайнеры. Сразу скажу, это видео не для тех, кто хочет прямо сейчас немного подзаработать, занимаясь чем-то дизайнерским. Таких видео в интернете уже навалом, и все они сводятся к оформлению соцсетей или глупостям вроде удаления фона на картинках с помощью специального сервиса. Я же хочу рассказать про настоящую профессию дизайнера, а не подработку, когда этим ремеслом вы закрываете все свои потребности. Сразу к цифрам. В регионах дизайнер зарабатывает 50 тысяч рублей, в Москве больше 100, а на фрилансе в удачные месяцы 250 тысяч рублей. Для новых зрителей поясню, сейчас будет больно. Ваш доход не связан напрямую с вашими умениями в дизайне, а скорее с желанием зарабатывать, и об этом мы еще поговорим в конце видео. А прямо сейчас о том, как зарабатывать на веб-дизайне. Поехали! Первый и самый надежный способ – это работа в студии, то есть на дядю. Да, друзья, я знаю, что многие из вас мечтают о свободном графике, больших доходах и путешествиях, но без офисной работы вы не сможете набраться опыта и собрать первоначальную базу клиентов. Что такое опыт? В идеальном мире клиенты предоставляют понятные технические задания, по которым дизайнеру остается только сделать свою часть работы. Но в реальной жизни клиент сам не знает, чего хочет. Или хуже того, хочет одного, но по факту ему надо совершенно другое, о чем он обязательно вам скажет, но в конце, внося бесконечные правки. Опытный дизайнер сразу понимает, что нужно клиенту, и где надо поспорить и приложить волю, предложить свои варианты, а где пойти на компромисс. Опыт экономит время и, соответственно, увеличивает ваш доход, но без базы клиентов он бесполезен. В сфере дизайна огромная конкуренция и пробиться очень сложно. Большинство новичков упирается рогом в портфолио и пытаются нарисовать что-то оригинальное и собрать побольше лайков на Behance. Это скользкая дорожка, ведь секрет хорошего портфолио в копировании лучших дизайнов, в хорошо подобранных иллюстрациях и в том, чтобы добавить в этот дизайн что-то свое, какой-то свой опыт, которого нет у новичков. Лучше сделать одну-две детально продуманных работы, чем десяток быстреньких. Многие начинающие дизайнеры, с кем я общался, говорят, что тратят на один кейс на Behance примерно один день. Это никуда не годится. Крутой арт-директор рисует одну страницу сайта за 3 дня, плюс еще пара дней на то, чтобы ее красиво подать. А Джордж Квасников, который теперь работает в Нью-Йорке в одном из самых дорогих агентств, рисовал свой концепт Википедии несколько месяцев на полный рабочий день. Сравните, один день у новичка и несколько месяцев у профессионала. Но даже хороший кейс на Behance не гарантирует поток клиентов. Ведь кто-то действительно скопирует как художник и привнесет что-то свое, а тысячи других скопируют подчистую или вообще возьмут чужие работы. Как клиент это может понять? Никак. Поэтому все предпочитают работать с тем, с кем уже работали, или по знакомству. Именно работа в студии больше подойдет для начинающих дизайнеров. Хотя многие почему-то идут на биржу, место, где люди, не ценящие качество, заказывают у тех, кто не ценит свое время. Дизайнерские биржи хороши только для блогеров, которые снимают бесконечные видео на тему «быстрый заработок без вложений». Будем честны, на бирже зарабатывают только те, кто стояли у ее истоков и набрали репутацию, когда еще не было конкуренции, или те, кто организовали команды и поставили заказы на поток. Невозможно вести десятки проектов по $20, когда всем клиентам нужно срочно. К тому же на бирже вас ждет максимальное количество неадекватных заказчиков. Конечно, они встречаются и в крупных проектах, но там они хорошо платят, и поэтому не надо делать множество проектов одновременно. Можно спокойно поработать с одним. Биржа – это самый быстрый путь к профессиональному выгоранию. Позже мы поговорим, как правильно работать на фрилансе, но для старта в профессии я рекомендую студию.
В них тоже смотрят на портфолио, но смотрят профессионально и не ищут вау-эффекта. На начальной позиции им нужен просто адекватный, работоспособный сотрудник. Ну и хорошо, чтобы он еще внимательно относился к деталям. В студии у вас будет опытный наставник, ведущий дизайнер или арт-директор, который поможет в сложной ситуации и направит вас в нужное русло. А также будет креативный директор, который придумывает креативные платформы и концепции, а самое главное, умеет их продавать клиенту. И у вас будет армия менеджеров, которые берут на себя всю бумажную работу. Вы сможете четко сфокусироваться на дизайне и быстро прокачаться. Работать на дядю можно в офисе или удаленно. И тут не стоит путать удаленную работу с фрилансом. Удаленная работа и работа в офисе — это все full time. Это почти одно и то же. Сейчас объясню. В офисе дизайнер приходит часам к 10 и работает полный рабочий день до 19. Но это в идеале, конечно, обычно все задерживаются. То же самое и с удаленной работой. Удаленщик обязан целый день быть на рабочем месте и на связи, и выполнять все поставленные задачи. Выбирать нельзя. Есть только один небольшой нюанс. Обычно в любой компании есть таск-менеджер, где все сотрудники, кроме руководства, естественно, указывают время, потраченное на задачу. Понятно, что 8 часов работать невозможно, и в реально крутых компаниях даже есть деление. 3 часа на срочные задачи, 3 часа на текущие, час на обучение и час на свои проекты. Так вот, когда вы целый день на виду, в офисе, на это указанное по задачам время смотрят сквозь пальцы, и можно немного натянуть, чтобы ровно на 8 часов получилось. Все равно вы получите ровно ту зарплату, на которую договорились. На удаленке же так не получится. Потраченное время строго учитывают и оплачивают ровно столько часов, сколько вы указали. Сейчас между офисной работой и удаленной практически стерлись различия. Если раньше на удаленку отпускали только сотрудников, которые хорошо себя зарекомендовали, то теперь в связи с короной многие вакансии сразу удаленные. Дальше, когда вы набрались опыта в агентстве, есть два варианта развития событий. Можно уходить с повышением в другую компанию или на фриланс. Ребята, с которыми вы успели поработать в офисе, тоже куда-то уйдут и даже запустят свои компании. Таким образом, у вас будут первые клиенты. Как вы уже знаете, фриланс — это свобода. Фрилансер сам себе начальник. Сам уже по своей собственной воле встает в 7 утра, сам ищет клиентов и составляет договоры. Конечно, хорошо бы сразу найти бухгалтера, который раз в год будет вам помогать составлять налоговую декларацию, а также взять консультацию у юриста, чтобы научиться составлять договоры, акты и счета, а в идеале сразу присмотреть себе помощника дизайнера и менеджера. Меня часто спрашивают, а можно ли работать без ИП или даже вообще без документов? В принципе можно, но это как копать землю палкой, пока остальные орудуют лопатами или даже экскаватором. Без ИП вы не сможете брать крупные проекты, а на мелких заказчикам будет с вами неудобно, ведь они должны будут сами откуда-то взять наличные. Даже такое маленькое ИП из одного человека — это не только дизайн, но и сервис, который не могут предложить заказчикам на биржах. Вы всегда под рукой, умеете делать срочные задачи, сами оплачиваете свои налоги, снимаете кучу головной боли с клиента, и он готов за это платить больше, чем платят на биржах. Кстати, а что такое крупные проекты? На днях Женя Апрок из одноименной школы записал видео про свой опыт создания лендингов. Он заключил договоры на дизайн 6 лендингов и взял предоплату за них 1 миллион рублей. То есть предоплата за каждый одностраничный сайт около 170 тысяч рублей. Конечно, у него уже огромный опыт, несколько дизайнеров, и он не лично себе все эти деньги в карман кладет, но для хорошего фрилансера с опытом студийной работы 250 тысяч рублей за месяц — это вполне обычный доход. Но это не сказка, за эти деньги действительно придется поработать, в том числе и на выходных. Третий вариант заработать для веб-дизайнера – это работать на конечных небольших клиентов. Но если работая в офисе или на агентство, продуктом работы дизайнера является макет, в фотошопе, фигме, неважно, то такие небольшие клиенты сразу хотят готовый сайт, так называемый сайт под ключ. И тут вы уже начинаете конкурировать не с дизайнерами, которые делают красиво, удобно для пользователей, а со, скажем так, веб-мастерами. Это какой-то атовизм, понятие из 90-х. Веб-мастер – это технический специалист, который умеет зарегистрировать домен, оплатить хостинг, прикрутить систему управления контентом и продать все это под видом уникального сайта. Они не заморачиваются с дизайном и пользовательским опытом, а фактически перепродают лицензии на CMS. Например, берут CMS Bittrex за 16 тысяч рублей, перекрашивают заголовки, добавляют картинок и продают за 30, называя все это
100% уникальным качественным дизайном. Это цитата. Я терпеть их не могу, ведь то, что они называют уникальным дизайном, они предлагают в подарок к своим основным услугам при регистрации домена и настройке CMS. Это просто обесценивает все, чем я занимаюсь последние 10 лет. И если вы хотите заниматься именно дизайном и пользовательским опытом, то вам надо отстроиться от этих специалистов. Единственный вариант делать хорошие сайты под ключ для людей, которые не готовы платить более 150 тысяч рублей за лендинг, это конструктор. Иначе все деньги уходят в CMS и в программирование. А самый популярный конструктор из всех — это Tilda. Веб-мастера так просто не сдаются. Они жалуются, что конструкторы создают много лишнего мусорного кода, который препятствует продвижению. На самом деле это давно уже не так. Код чистый, а картинки на Tilda автоматически оптимизируются для разных разрешений экрана. То есть на телефоне картинка будет поменьше, чем на огромном мониторе, что ускорит загрузку. К тому же страницы грузятся по мере прокрутки, а не все целиком. Короче говоря, современная Tilda по всем параметрам лучше, чем какой-нибудь сайт на CMS с самописными блоками. Даже сайт крупнейшего в мире производителя алюминия Rusala большей частью создан на Tilda. Там, правда, хитрая интеграция. Красивые контентные блоки на Tilda, а внутренняя часть для специалистов уже на CMS. Работая на конструкторе, вы можете полностью контролировать весь процесс, не обращаясь к верстальщикам и программистам, и фактически делать сайт самостоятельно, сфокусировавшись только на дизайне и пользовательском опыте. Например, недавно в дизайнерском чатике, ссылка будет в описании, мы обсуждали дизайн сайта женских пижам. Подход дилетанта — это расписать, какие пижамы замечательные, сделать красивый дизайн и заверстать сайт. Подход бизнесмена — это выделить целевую аудиторию, сегментировать и под каждый сегмент сделать отдельный лендинг, чтобы увеличить конверсию. И здесь минимум два варианта: продавать пижамы женщинам и продавать мужчинам как подарок. И на конструкторе можно сразу быстро сделать много страниц и протестировать конверсию, или даже попробовать разные варианты одного и того же лендинга и сравнить, на каком конверсия пользователей выше. Сделать такие тесты без конструктора будет очень дорого, поэтому только большие сервисы могут их себе позволить. А на конструкторе это очень просто и быстро, и это может быть вашим конкурентным преимуществом перед веб-мастерами. Лендинги на конструкторе стоят около 50 тысяч рублей, а студии берут за них 150. Ну и в конце, как я и обещал, про заработок. Ваш доход не связан напрямую с вашими навыками. Конечно, если вы придете в студию без опыта и запросите 100 тысяч рублей, вас не возьмут, но всегда надо пробовать варианты. Особенно это касается фриланса. Можно годами не повышать свои цены и всегда называть одну и ту же, к которой вы уже привыкли. Вам с ней комфортно, может, вы уже сделали десяток проектов на ней и не было вопросов. Но как раз то, что с вами не торгуются и не просят скидку, и означает, что вы работаете ниже рынка. Я знаю это по себе. Непосредственно в дизайне мне хватает стрессов, поэтому по ценам я особенно не спорил. Но мне повезло, и я нашел хорошего менеджера, который поднял мой доход в 2 раза. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!